Добрый день, меня зовут Юлия Сайфан, я художник. Сегодня непривычный для меня материал – это стилизация портрета. В общем, история начинается с того, что 3 года назад я вернулась к рисованию после очень большого перерыва. Это работы того периода. И начался поиск того, что ближе мне. Через разные конкурсы в Инстаграме. Тут далеко не все, конечно. И есть конкурс «Нарисуй в своем стиле». Там можно взять любой образ и перерисовать, как тебе нравится. Вот такие работы я начала делать на этот конкурс. Потом что-то придумывать сама. Так, куда я работу хочу положить рядом, чтобы они не мешали. Вот так. Вот такие вещи. Думала, в каком стиле перерисовывать чужие работы с чужими деталями. Вот карандашный рисунок. Что-то с соусом или пастелью, я уже точно не помню. Тут я пришла к вопросу о глазах, потому что мне нравится, когда в иллюстрации большие глаза. Кроме этого, уже давно говорят о том, что дети лучше сопереживают персонажу, когда у него выразительные глаза. Поэтому я стала отталкиваться от этой мысли большими глазами, делать вот такие вещи. Не всегда они были в каком-то определенном направлении, но так или иначе какие-то работы мне подталкивали дальше двигаться, потому что шел прогресс. Должна еще раз сказать, что эти образы, они не мои. Это в Инстаграме есть такой челлендж. Я брала оттуда образы. Это все масляная пастель дальше, насколько я помню. Это крафт-бумага художественная, такая коричневая. По ней хорошо масляной пастелью работать. Здесь меня почему-то крафт-бумага не устроила, и я прогрунтовала гуашью. На гуаше масляная пастель, вы видите, какая фактура богатая, интересная. Я ближе покажу. Мне это нравится. Но мне не нравится то, что получается фактура общая для всего. Хотелось бы, чтобы было отдельно, допустим, кожа одной фактуры, волосы другой. Дальше я уже об этом больше задумывалась. Это тоже такой образ. Вот там был в разных техниках. Пробовала еще масляную пастель, не совсем хорошо я знала. Вот эти квадратные, это на картонках из-под пиццы. Фактура хорошая. Ее. Это как бы милая детская, но в то же время я сейчас смотрю свежим взглядом, и вот этот красненький, он добавляет трагичности. Конечно, должно было быть или розовый, или какой-то более коричневый. Вот такие танцующая девушка. Тоже параллельно с этим возникали какие-то такие маленькие композиции. И тут я баловалась фактурой. Здесь тоже. В общем-то, я себя занимала ежедневно, и так я вошла в ритм потом писать. Прошу прощения. Тот период у меня была не совсем сладкая жизнь.
было несчастье в семье, и тем, что я рисовала каждый день, это было как терапия для меня. И работы не всегда были очень добрые, такие, больше сказать, зажатые. Вот прямоугольные зрачки, что-то я уже старалась стилизовать. Должна сказать, что я по профессии художник-оформитель, еще тогда дизайнерским у нас отделением назвали в конце учебы. В общем-то, я застала во время учебы, я делала стилизацию фирменных знаков. То есть со стилизацией я работала, но недостаточно хорошо ее понимала на тот момент. Вообще все эти работы, что я вам показываю, они меня сподвигли к курсу по стилизации, такой больше в анимационную сторону или в иллюстративную сторону. Поэтому это не было бесполезно. Любой процесс, который вы, любую дорогу, которую вы проходите, она куда-либо вас ведет. Это тоже, вот это мне как раз таки нравится. Здесь я старалась больше в такую аниме сторону пойти, но сложновато, потому что рисунок у меня недостаточно сильный. Мне нужна именно стилизация для того, чтобы скрыть свои прорехи в рисунке. Очень нравятся такие забавные вещи делать. Это тоже такое большая голова, маленькое тело. Это не нарисуй в своем стиле, а это был портрет какой-то певицы американской. Тоже из той же игры. Такие образы. В общем-то, это нарисуй в своем стиле дает возможность взять любой персонаж и придумать его, стилизовать по-своему. По-моему, процесс вот этой работы у меня есть в одной из первых моих видео на ютубе. В какой-то момент я наигралась, и я поняла, что, в общем-то, я вот технику этот стиль выработала, мне достаточно, и нужно просто дальше брать курсы, учиться. Так, здесь у меня другой челлендж. Начну его вот отсюда. Автопортрет, тоже, как вы видели, в похожем стиле, как с теми работами. От этого я оттолкнулась, потому что в процессе этого я уже варилась, понимала, что делать. И дальше я начала такие более реалистичные автопортреты рисовать. Это тоже был конкурс, но без каких-либо призов, только исключительно на интерес, как говорится, на слабо. Такими разными цветами старалась настроение схватить. Не всегда оно радужное, приятное было. Вот. Собственно, все. На этом все. Просмотр сегодня закончен. Я, в общем-то, хотела подвести итог, сказать, что все, что бы вы не делали, даже если вы считаете, что вы находитесь в тупике, просто пойти можно в другом направлении, попробовать другие техники, что-то, что вы еще до сих пор не делали. Или начать какой-то челлендж, это помогает выйти из ситуации. Главное не увлекаться, потому что в какой-то момент в этих челленджах ты начинаешь понимать, что из-за того, что ты
хочешь находиться среди людей, которым тоже интересно, что ты делаешь, тебе интересно, что они делают, ты теряешь что-то свое. Ты идешь как будто в общем направлении, а не в своем. Есть у меня по этому поводу соображение, что это, с одной стороны, может быть полезно для развития человека как художника в творческом плане, а с другой стороны, может быть просто губительно, потому что есть вот этот интерес ежедневный, но нет интереса, который ты просчитываешь на там полгода, на год вперед. Кем ты будешь через какое-то время, что ты там видишь. То есть здесь и сейчас, а выхлопа в отрезке времени уже нет. То есть ты как бы застрял и не продвигаешься, потому что ты двигаешься дорогой не своей. На этом все. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Я надеюсь, что вы скажете, что вы думаете по поводу моих мыслей. Согласны вы или не согласны. Мне очень важно знать ваше мнение. Кроме этого, спасибо большое тем, кто оставлял раньше. Может быть, захочет оставить комментарий под этим видео, поставить мне лайк, подпишется на меня. Я сейчас в таком периоде, что я буду возвращаться к тем вещам, которые я делала раньше, показывать вам то, через что я прошла и о чем я думала, когда это делала. Поэтому спасибо большое за просмотр. Оставайтесь и дальше со мной. Всего доброго. До свидания.